Всем привет! Вы на канале Brown 2296. Сегодня мы разбираем товар, который на сайте называется «Мягкая глина для детского отпечатка». Так, сразу скажу, что брал я его за 500 баллов. Заказ с сайта я сделал 9 июня 2023 года. Нашел я этот товар в почтовом ящике, валялся там со всеми другими бумажками. Вот. И, собственно говоря, он не отслеживался нигде, ни в почте России, ни уведомления никакое не пришло на почту. Просто валялся в ящике. Нашел я, значит, его 8 августа. То есть это почти 2 месяца. 2 месяца он где-то шел, или он просто тупо лежал на почте, и никто не уведомил меня об этом. Ну, короче, как-то так. Самое главное, значит, что товар сейчас здесь, да, он не пропал, и не пришлось писать в поддержку мое мнение, что так и так товар не дошел. То есть я напомню, что там есть такая, так скажем, информация, что если после 2 месяцев товар не приходит, пишите в службу поддержку, и там уже выясняете дальше, как будете поступать. Либо это возврат баллов, либо как бы будут перезаказывать. Вот. Так вот, что еще скажем? Что еще скажем? Ну, давайте тогда сразу и описание сайта прочитаем. Значит, мягкая глина для отпечатка детской ножки или ручки. Цвет случайный. Да, там на фото увидите разные цвета. Не знаю, какой здесь попадется. Вот. Поэтому, что, давайте, значит, переходить непосредственно к распаковке. Сначала, значит, по стариночке мы смотрим на что? Откуда к нам пришел товар. И что самое интересное, товар у нас пришел из Тайпэя, из Тайваня. То есть это не Гонконг, это не типичный китайский товар, это все-таки Тайвань. Достаточно интересно посмотреть, как будет по качеству и будет ли он вообще отличаться. Но цена у нас вот такая получается. 0,3 доллара. Сейчас это примерно где-то 32 рубля. Не знаю, что за эту сумму будет. Вот. Ну, упаковка, конечно, вся уже такая, знаете, как будто по ней ногами походили. Постучали где-то, я не знаю, валялось где-то как будто. Ну ладно. Ищем, получается, более-менее свободный угол. Опять же, здесь упаковку так сделали, что все впритык. И вообще не представляю сейчас, как резать, чтобы не повредить, что внутри. Потому что вот товар прям вот впритык находится. Ну ладно. Можно, конечно, попробовать обойтись без ножниц. Но я рискну. Прям маленький уголочек вот здесь режем. Так, что-то не лезет. Так, здесь никаких записок нет. Пусто все. Записок нет. И что это? Честно, я даже не могу понять, как им вообще пользоваться и как он вообще затвердевать будет. Не вообще жесть.
Вообще непонятно, что это. Я даже боюсь открывать, потому что, ну, видите, я же не зря в перчатках постоянно товар открываю, потому что фиг его знает, что приедет. Ну давайте попробуем открыть и понюхать вообще, что, чем воняет. Ну, воняет какой-то синтетикой. Какой-то синтетика непонятная. Ну, меня просто удивляет вообще никакой бумажки, что-то вообще, чтобы информации, чтобы в принципе понять, как это все делать. То есть, что это, вот эту фигню ты выкидываешь на стол там куда-то, и потом что, типа, прикладываешь руками, и получается слепок, что ли, как-то так? А как он затвердевает? На солнце, не на солнце, сколько там? То есть, вообще непонятно. Вообще непонятно, что это. Ну, да. Что сказать-то? Даже не знаю, что сказать. Сначала, конечно, обрадовался, что товар-то из Тайваня. Наоборот, я думал, о, будет все вообще чики-пуки, но, как видите, просто вот какую-то жижу накидали. Такая она мягкая, проваливается. Вот смотрю, ну вот я думаю, видите, да? То есть нажимаешь, ну вот, и она оставляет этот. Я так понял, она должна как-то затвердевать. То есть, ну вообще, не знаю. Что, что тут скажешь еще? То есть вот такая вот фигня получается. Вот. Собственно говоря, я, конечно, не буду ее там проверять как-то особенно, там, я не знаю, тыкать, оставлять на солнце, там еще что-то. Вот. Ну, возможно, потом я как-то запишу отдельное видео, то, что вот, что получилось, и получилось ли вообще, затвердилась она или нет. Что, заключительное положение. Первый товар, который мы разобрали на данном канале, из Тайваня. То есть не Китай, как мы привыкли постоянно, там Гонконг видеть, да, а именно из Тайваня. Вот. И что мы увидели? Да, собственно говоря, ничего. Я-то думал, что качество, конечно, будет намного лучше. Сама вот эта субстанция, назовем так, она может быть и качественная, да? Хотя, что там может быть за качественно за 32 рубля, сложно представить. Вот. Просто кинули какую-то жижу в зиплок, без бумажек, без пояснений, как ей пользоваться и вообще там какие температуры соблюдать, чтобы она как-то затвердилась, тоже ничего не понятно. То есть я бы, конечно, разочаровался, если бы я взял такой товар за 500 баллов. Ну вот. Поэтому тратить я не вижу смысла на это однозначно. Разыгрывается товар Каподастер. Вот, переходите, выполняйте условия. Это что касается на ютубе, вот этих подсказках я укажу. А для тех, кто смотрит в Дзене, значит, видео такое называется, Каподастер. Вот, переходите, тоже выполняйте. И, наконец-то, я, может быть, уже кому-нибудь его и отправлю. Сколько времени прошло уже, сколько он уже разыгрывается, это ужас, я даже не знаю. Я даже не помню уже, если честно, там, когда разместил это видео о Каподастре. Ну, в общем, не важно. Ладно. Сегодня, что? Сегодня на этом все. Вот такой товар. Не знаю, специально я каких-то тестов проводить не буду. Если там подвернется случай, как-то его за это, как его, ну, затвердить там или как, сделать какой-то отпечаток, то хорошо. Если нет, значит нет. Вы увидели все сами. На этом все. Всем пока. До новых встреч.